Здравствуйте, мои любимые! Сегодня я расскажу вам, что вас ожидает в любовной сфере до конца года. У нас будет 3 позиции. Пока я перемешиваю карты, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и ставьте лайк этому видео. А после просмотра обязательно пишите комментарий, свое мнение. Что у вас будет в любовной жизни до конца года? Гадаю на картах Таро. Тут даже у нас карта напутствия уже выпала. 8 жезлов. Показывает, что у вас в жизни наступает очень активная часть. И, конечно же, в скором времени будет много разговоров, много новостей, интересной, полезной информации. И вы будете в большом обществе постоянно общаться с людьми. Карты никогда не падают зря. Первая карта отражает ваше настроение на сегодняшний день. По ней вы ориентируетесь, правильно ли вы выбрали свою позицию. Ваша любовная жизнь до конца года. Итак, украшаем камушками. Первый камень – содолит. Второй камень – флюорит. Третий камень. Третий камень у нас будет, давайте, амазонит. Первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А я начинаю с самой первой позиции. У нас гадание на картах Таро. Остальные пока убираю в сторону. Ваша любовная жизнь до конца года. Содолит, первый камень. Первая карта «Ваше настроение сегодня» – это 5 кубков. Карта показывает, что вы человек, который на самом деле сейчас в чем-то очень разочарован. Может быть, в жизни, может быть, в людях. Вы получили негативный опыт совсем недавно. У вас не очень хорошее настроение сегодня. Вы буквально отчаялись по какому-то вопросу и не замечаете тех, кто любит вас, кто на вас надеется и кто вас окружает. На самом деле в жизни еще очень много хорошего сохранилось, но вы этого пока ничего не видите, потому что вас что-то опечалило и вас что-то очень сильно удручает. Да? То есть на самом деле сегодня ваша жизнь вас не удовлетворяет, не устраивает, и вы из-за этого расстроены. Давайте посмотрим развитие вашей личной жизни до конца года. Ну и вот тут должен быть венец треугольника, но мы его вот сюда с вами определим. Итак, что у нас тут карты показывают по поводу вашей личной жизни? На сегодняшний день у вас стоит 9 мечей, которая вообще, в принципе, является нашей отправной точкой в вашей личной жизни. Карта показывает, что вы очень сильно переживаете из-за того, что происходит в вашей личной жизни. Вы нагнетаете ситуацию еще и тем, что полны страхов каких-то, плохих мыслей. Вы пессимист сейчас в плане личной жизни, да и вообще. Карты показывают здесь, что вас очень расстраивает какая-то ситуация. Во-первых, вы сомневаетесь в себе как в человеке, который может, по сути, вести отношения. У вас целая куча комплексов. Возможно, эти комплексы вам вменили, то есть вас кто-то мог, ну, допустим, раскритиковать в прошлом и добавить вам неуверенности в себе. Карта 9 мечей всегда показывает, что человек находится в замкнутом отчаянии, то есть когда он абсолютно подавлен по поводу личной жизни, что-то произошло такое нехорошее в его жизни. Что-то, что его не просто разочаровало, а даже, я бы сказала, испугало. И вы человек, которому могут даже сниться какие-то кошмары,
например, на сегодняшний день. И также эта карта показывает невероятно низкую самооценку и чувство вины. То есть получается, что вы считаете, что в вашей личной жизни есть какие-то беды, проблемы, трудности. Может быть, вы не в отношениях или в ваших отношениях что-то нехорошее происходит, произошло, да, именно из-за вас. То есть вы считаете себя на самом деле подсознательно виновником всех этих страданий, бед и проблем. И, конечно же, это не совсем так, потому что никогда не бывает в отношениях виноват один человек, всегда виноваты двое. Это первое. И второе, никогда не бывает так, что даже если человек совершенно один, и у него нет отношений ни в какую нормальных, что он полностью виноват, то есть в любом случае на него кто-то до этого повлиял, на его жизнь. Дальше мы видим с вами тройку кубков, пажа мечей и пажа пентаклей, которые на самом деле показывают, что вы в скором времени попадете, возможно, на какое-то увеселительное мероприятие. На этом увеселительном мероприятии на вас могут обращать внимание двое человек. Но дальше разговоров и каких-то знакомств я бы не сказала, что у вас зайдет. Более того, вас ждет в скором времени какая-то колючая ситуация. То есть то, что вы как ведете себя там, допустим, в каком-то развлечении, в компании друзей или на празднике, поведет за собой последствия в виде колкостей, ревностей и, соответственно, может быть, выйдет вам боком в том плане, что как бы вы себя ни повели, кто-то извратит ваше поведение в рассказе. Про вас могут пойти сплетни. Конечно же, это повлияет на вашу личную жизнь и на мнение тех людей, которые, по сути, на вас обращают сейчас внимание. Более того, если у вас есть дорогой, любимый человек, он еще больше с помощью сплетен, которые идут от встречи там с подругами, друзьями, вечеринки, дискотеки, да, там, или какого-то праздника, вот с помощью этих сплетен он, наоборот, еще сделает эти отношения хуже. Ну, то есть он начнет относиться к вам все с большим подозрением, и это действительно в его глазах как-то вас начнет принижать. Карты здесь показывают, что вы можете вести себя несколько повышенно, подвижно и нестандартно, то, что вам совершенно не свойственно, просто для того, чтобы что-то себе и другим доказать. В итоге про вас пойдут разговоры, может быть, потому что вы слишком откровенно смотрели на кого-то, или танцевали, или, может быть, общались с кем-то и не с одним, кто обращает на вас внимание. И, естественно, из этого идут какие-то цепочки сплетен, которые доходят и до вашего, возможно, человека, который действительно является либо вашим близким, любимым, там, да, либо бывшим. Вот. Дальше у нас следующий этап – это карта кармы, суд, и семерка мечей, и десятка мечей. Идет ситуация полного наказания. Причем наказание, оно связано с неискренностью. Тот человек, который вам дорог, он будет мстить вам за то, что он узнал. Причем, я еще раз говорю, что вас, скорее всего, будут именно очернять в глазах этого человека, всячески пытаться сделать так, ваши враги или те, кто хочет занять ваше место в этих отношениях, вот они будут всячески сделать так, чтобы вы перед ним были все хуже и хуже. Это возымеет действие, к сожалению, и человек, скрывая то, что он как будто бы все знает, перестанет с вами общаться, начнет вас игнорировать, и это было кармически так предопределено. То есть сама судьба играет эту роль. Вас сама судьба посылает на эту вечеринку, там, не знаю, связь с подругами, там, дискотеку или праздник, чтобы именно вот так все сложилось, чтобы отделить вас от этого человека и сделать вас далекими друг от друга. Однако, дальше у нас идет король пентаклей и королева жезлов. Эти карты показывают здесь, что вы все-таки начнете снова общаться, или если вы сейчас одинокий человек, то вы с любимым человеком, с новым, начнете все-таки общаться, несмотря на то, что раньше другие пытались перед ним вас очернить, и он не решался, допустим, на отношения, да, но вы все равно начнете общаться, однако все время в ваши отношения будет вмешиваться другой человек. И причем все заканчивается на самом деле тем, что вы можете из-за этого остаться ни с чем, или просто так получается, что соперник или соперница вас очень сильно
ну, подминают, да, и вы проигрываете. То есть на сегодняшний день так складываются обстоятельства, что у вас кто-то пытается выпихнуть из личных отношений. Неважно, начались они уже или нет, то есть они в любом случае могут начаться или продолжиться, но вас будут выпихивать оттуда именно как бы с помощью соперничества и выпихнут. И, конечно, последнее слово идет за тем человеком, который всячески пытается вас вытащить оттуда, то есть подсидеть, да. И, соответственно, чтобы этот человек не победил, давайте посмотрим совет карт. То есть вас всеми силами кто-то пытается перебороть, да. Вот вам нужно понять, как этого человека, ну, со своей стороны победить. То есть у вас есть враг для личной жизни. Пятерка мечей. Вам нельзя, как сказать, нельзя игнорировать любые методы. То есть вы можете использовать то же оружие, что использует против вас ваша противница. Ну, или противник, если вы мужчина. Карта пятерка мечей показывает бороться до конца, использовать любые методы, не стесняться использовать даже грязные методы, лишь бы победить. Вот если вы действительно хотите победить, то эту грязь можно победить только в ответ такими же сплетнями, грязью и хитростью. Если вы будете действовать по-честному, по-доброму, по-хорошему, к сожалению, вы в любом случае проиграете, и это будет ваш выбор. И я бы не сказала, что это плохой выбор, потому что если человек любит вас, он не будет слушать никакие сплетни и смотреть в другую сторону. А вот если он уже посмотрел в другую сторону, и если он уже послушал сплетни про вас и еще и им поверил, то зачем вам, в принципе, такой человек? Если вы все-таки кровь из носа хотите победить в этой ситуации, вам придется использовать те же методы, что ваша соперница, ну или если вы мужчина, соперник. Ну вот такой ответ по первой позиции. А мы идем с вами дальше. Мы идем к позиции номер 2. Развитие вашей личной жизни до конца года. Итак, мы смотрим, тут у нас есть камень флюорит. И первая карта, ваше настроение сегодня, вы по ней ориентируетесь, либо вы можете выбирать позицию с помощью генератора случайных чисел. Итак, я здесь вижу тройку мечей. Сегодня вы расстроены, у вас плохое настроение, вы получили какие-то нехорошие новости, которые вас действительно задели за живое. Также вы могли узнать нелицеприятную правду о ком-то, о чем-то, что вас действительно удручило. Карта тройка мечей всегда показывает большую печаль, разбитое сердце, известие о бедах близких, каких-то проблемах очень больших, когда вас обидели, или когда обижали ваших близких, или что-то очень тяжелое произошло, очень нехорошее, то, что вас действительно расстроило. То есть это плохое настроение, и это настроение становится все хуже и хуже. Карта показывает, что утешения нет, но его нужно искать, потому что иначе вы будете так в очень долгом травматическом переживании находиться. Поэтому, конечно, вам нужно, чтобы вас кто-то утешил, кто-то приголубил, и чтобы у вас появились хоть какие-то добрые мысли. А добрые мысли, они ищутся в пространстве, то есть какие-то знаки, которые указывают на то, что все будет в будущем хорошо. Или что ваше сердце может чем-то успокоиться. Ведь вы еще, допустим, живы, дышите, и даже если с кем-то что-то произошло, ваша жизнь никуда не делась из-за этого. Хорошо, давайте теперь посмотрим. Что вас ждет в личной жизни, в любви до конца года. Хорошо. Я здесь вижу, что на сегодняшний день кто-то относится к вам очень-очень строго. Вышел король мечей первой карты. Король мечей – это мужчина, который играет в вашей жизни какую-то основную роль. Возможно, это мужчина знака воздуха или с асцендентом в воздухе, но также это человек именно строгих правил, который требует справедливости, который может судить строго и который может вести себя как стена вот сейчас, как холодная глыба льда или как бетонка.
вот, которую не так-то просто пробить. То есть непробиваемый человек, у которого как будто бы нет ни чувства жалости, ни сочувствия какого-то, да, нет никакой нежности, а есть только вот эта вот непоколебимая строгость. Строгость, безжалостность и внутренний холод. Если же этот человек внутри нормальный и ведет себя хорошо, то он просто знак воздуха. Да? То есть вам тут у каждого свое. Но рядом стоит Луна, а потом идет башня, а потом идет еще и карта искушений, да. Ну, вообще, это карта дьявола, на самом деле, 15-й аркан, дьявол. Вот. Что мы тут понимаем по этим картам? То, что в вашей личной жизни сейчас пойдет большой бум. И этот бум будет происходить из-за обмана, из-за какого-то обмана. Более того, именно в ночное время суток, в ближайший месяц у вас произойдет сильный конфликт, или вечернее, или ночное время суток, да, сильный конфликт из-за предательства, обмана или из-за вскрывшейся какой-то информации, которая кого-то из вас с любимым человеком компрометирует. Если вы сейчас являетесь одиноким человеком, особенно женщиной, карты здесь говорят, что в вашей личной жизни может появиться мужчина, но этот мужчина явный обманщик и разрушитель вашей жизни. Этот человек может вас, ввести в зависимость от себя, а потом при этом бросить. Карты здесь говорят о сильной черной энергии этого человека самого по себе. Он очень злой, он очень гадкий, и сейчас он мстительный, и, соответственно, либо вы встречаете вот такого, я бы не побоюсь этого слова, афериста, либо это и есть тот человек, которого вы, по сути, любите, да, любите, но при этом он сейчас очень холодный и злой, и вы от него зависите, да, по карте вот искушения, но он вас разрушает изнутри все больше и больше, то есть он влияет на вас крайне негативно. Вообще карты Луна, башня и дьявол, искушение, да, они, если три вот так выпали рядом, они показывают всегда очень сильно черное негативное воздействие магическое. То есть здесь может на отношения быть или на вашу личную жизнь ужасная порча. Причем очень черная порча, сделанная с помощью самой ужасной какой-то магии, именно ритуальной, где есть, скорее всего, жертвоприношение. Да, действительно, это очень тяжелые карты. И они говорят всегда о том, что близится что-то роковое и очень нехорошее. Разворачиваться скандал будет именно в темное время суток. В ближайший месяц это произойдет. Вот с мужчиной вы будете очень сильно скандалить. Если вы мужчина, вы поскандалите со своим соперником. И этот соперник сейчас отбирает, по сути, вашу любовь. Дальше у нас идет рыцарь жезлов, королева кубков и двойка кубков. Карты говорят о сильных чувствах, о том, что в отношениях наступает идиллия. Если вы человек одинокий, карты здесь показывают, что, возможно, вы встретите кого-то, кто полюбит вас, и вы полюбите в ответ. И после всех разрушений, неприятностей и ужасных бурь вы обретаете свое личное счастье. И после того, как у вас произойдет в жизни что-то очень-очень негативное в личной жизни, особенно похожее на конфликт и разрушение, после этого у вас идет гармония в личной жизни и большое счастье. Карты здесь говорят о том, что в скором времени, после того, как вы закончите, возможно, один этап, вы начинаете другой этап, и там есть любовь, страсть, совместное переживание, чувства и забота друг о друге. Карты говорят также о том, что может быть совместный путь с этим человеком, и вы обретаете действительно настоящее личное счастье, которое не так-то просто разрушить. Однако я здесь вижу дальше вмешательство в ваши отношения, и вам придется эти отношения защищать. Кто-то может вмешиваться в вашу личную жизнь с помощью каких-то нападок, обвинений, сплетен и просто как бы вмешиваюсь в ваши дела, да. То есть я тут со своими и советами, и какими-то наставлениями иду.
И, конечно же, этот человек чаще всего кто-то из близких, или подруга, или друг, или родственница, там, допустим, да, или кто-то вот из соперников, кто пытается сделать все, чтобы вы не были счастливы вместе, вставлять палки в колеса, понимаете? Вообще, я здесь вижу, на самом деле, вот в картах очень много фигур. А это значит, что вокруг вашей личной жизни собрались люди. И эти люди всячески вставляют вам палки в колеса и вмешиваются в вашу личную жизнь и ваши отношения. Это могут быть друзья и родственники, а также даже иногда коллеги по работе. Смотрите в оба, так сказать, и действительно защищать вам придется свои отношения, отстаивать и отпираться от чего-то. Потому что ваш любимый человек даже может вас до конца года, вот который будет у вас любимый человек, да, начать обвинять за те сплетни, которые идут в его сторону про вас, или какие-то намеки. При этом он не будет верить этим намекам и этим сплетням, а постарается с вами выяснить отношения. Единственное, что он такой немножко вспыльчивый человек и может эти отношения выяснять не так нежно, как вам этого хотелось бы на самом деле. Карты говорят о том, что все равно наступит в вашей личной жизни до конца года идиллия. Вы будете жить в согласии и достатке с вашим любимым человеком. И действительно, вот по этой карте у вас даже возможно прям совместное проживание. Карта девятка кубков здесь, в этой колоде, она показывает, насколько можно быть в гармоничном, хорошем союзе и иметь общую зону комфорта, из которой вы уже стараетесь особо не выходить, чтобы не пускать туда чужих людей, которые лезут не в свое дело. Карты здесь говорят о том, что вы получите настоящий триумф и, правда, хорошее настроение в личной жизни и хорошее развитие. Просто сейчас придется пережить вот эту бурю в ближайший месяц. Ну, вот такие вот карты у нас были по второй позиции. А мы идем с вами дальше. К позиции номер 3. Что вас ждет в любви до конца года? И наш амазонит. Первая карта – ваше настроение сегодня. Двойка мечей. Настроение немножечко такое враждебное. Карты говорят о том, что вообще карты Таро, они, знаете, они всегда показывают вот какую-то суть. Вот у вас сейчас суть жизни – это борьба, да, о том, что вы противостоите кому-то. Вы находитесь буквально в состоянии, ну не знаю, выбора. И как вам поступить и что делать, но при этом вы на кого-то агрессируете, и вы на кого-то можете либо сердиться, либо воспринимать человека как некого противника, соперника или кого-то, кто на самом деле вот вам вставляет в жизни палки в колеса, или основной конкурент. То есть человек, который является основным вашим конкурентом, например, в бизнесе, в работе, кому вы противостоите, да, или в любви, например. Но вы как будто сражаетесь за себя. У вас может быть и бодрое настроение, но вы готовы к тому, чтобы бороться, именно бороться, то есть состояние борьбы. И, конечно же, эта карта, она отражает вот эту действительность, да, что с чем вы боретесь, вот вопрос. Иногда даже люди с болезнью борются, но делают это со всей рьяностью и со всей энергией. Вот я вот возьмусь и буду делать. То есть у вас вот такая готовность есть к тому, чтобы побеждать, и готовность есть сражаться на самом деле. Хорошо, давайте теперь посмотрим, как будет развиваться ваша личная жизнь, ваша любовная жизнь до конца года. Карты Таро расскажут вам сейчас всю правду. Смотрите, все начинается у нас с пажа кубков. А это значит, что, скорее всего, вам кто-то нравится или вы в кого-то влюблены. Также это, я вам скажу, в принципе, взаимно, потому что карта всегда показывает такую обоюдную нежность и романтику. На самом деле к вам кто-то проявляет интерес, и кто-то, скорее всего, хочет написать вам письмо или сообщение. Карта говорит о сильных симпатиях и иногда о влюбленности. И также карта говорит часто о начальном развитии чего-то.
То есть даже если у вас там, не знаю, отношениям 20 лет, в них есть начальное развитие чего-то. Ну, не знаю, это может быть даже беременность на самом деле, это может быть начало совместной жизни, начало совместной дороги, совместного проекта, совместного времяпрепровождения особым способом, ну, например, хобби. То есть идет обновление в чувствах и идет сильное улучшение. Вообще карта Паш кубков, она всегда показывает, что у вас есть возможность с кем-то завязать отношения, познакомиться, влюбиться, любить. Если вы сейчас не в отношениях, конечно же, она говорит о том, что кто-то проявляет уже к вам симпатию, и у вас есть вариант, с кем начать отношения. То есть это на самом деле есть. Или личность, которая вам нравится, которой вы симпатизируете, тоже вами интересуется и проявляет к вам на самом деле симпатию и привязанность, и даже страсть. Вы по этой карте можете сейчас получить какую-то новость от человека, сообщение, разговор или даже подарок, презент. Может, даже свидание будет. Дальше мы видим рыцаря пентаклей, восьмерку мечей и девятку пентаклей. Эти карты здесь показывают, что вашей личной жизни будет мешать работа в скором времени, и, соответственно, вы постараетесь высвободиться от этого, но ничего не получится. Вас на работе или просто по денежным каким-то официальным делам будут постоянно дергать. И это будет вам мешать развивать ваши отношения с кем бы то ни было вообще. Даже если вы просто с мужем, там, с женой, все равно практически личных отношений пока не будет, а будет только какое-то занятие, работа, дело важное. И в то же время очень нужны будут деньги, которые вы в итоге и заработаете, но в ущерб вашей личной жизни. Ситуация с деньгами закрывает вас от развития личных отношений в любом случае в скором времени. Но после этого у нас идет восьмерка кубков, десятка кубков и четверка мечей. Они показывают здесь, что в вашей семье или в вашей ситуации любовной жизни будет происходить момент, когда вы либо отпускаете вашего человека куда-то в отъезд, да, прощаетесь с ним на какое-то время, либо вам самому или самой нужно будет куда-то отчалить в скором времени и некоторое время не видеться. Вот. Либо есть еще вариант по этим картам, что даже если вы находитесь вместе, и даже если у вас совместная дорога какая-то, переходный период, то между вами все очень тихо и спокойно. То есть больше молчаний, чем разговоров, больше игнорирования друг друга, чем интимной близости. И какая-то тишина, вот именно как, знаете, вот уединение даже у себя дома, если вы там с мужем, с женой живете, да, будет больше таких моментов, что вы уединяетесь у себя в комнате и о чем-то очень важном думаете, а человек по своим делам. То есть, знаете, как говорят, бывает такое, как затишье, одиночество вдвоем, но при этом есть душевная близость, и есть все-таки такой момент, что каждый из вас испытывает друг другу чувства и чувствует, что, значит, второму нужно побыть отдельно. Одному там, да, и решить свои какие-то дела и вопросы, или я тебе могу помочь, но если ты этого хочешь. Если вы женщина, карты здесь показывают, да, действительно, отдаление небольшое от мужчины, но при этом он все равно как будто бы присутствует в вашей жизни, как будто бы он есть. И, соответственно, если вы одинокая женщина, например, да, то карты показывают, что вам нравится человек, а вы нравитесь ему, но при этом нет развития из-за работы, и, соответственно, пока все затихает, то есть нет развития, каждый по своей стороне, там, да, куда-то или едет, или что-то делает, или совершает свои какие-то обязательные дела и не может развивать отношения физически, то есть нет такого яркого момента развития до конца года. Дальше мы видим жрицу и закрытие, смерть. Карты здесь показывают, по сути, что... жреца и смерть, да. Карты здесь показывают, по сути, что так получается, что какой-то очень порядочный человек или человек с высокими моральными принципами может вмешиваться в вашу личную жизнь. И, к сожалению, как-то неизбежно так получается, что он эту жизнь переворачивает вот в какую-то определенную сторону, как резкий обрыв идет.
и, соответственно, после этого перерождение. То есть, возможно такое, что в вашей жизни некое авторитетное лицо или лицо старше вас, или у которого есть полномочия, такие как у начальника или как у отца, или, может быть, как у учителя, гуру в жизни, да. Этот человек как-то влияет на вашу жизнь очень кардинально, именно на личную жизнь. Именно идет перерождение вот такое, да. То есть, когда вдруг кто-то что-то подсказывает, может быть, и вас осеняет правда. И согласно этой правде вы уже действуете совершенно иначе, чем действовали когда-то. Вам сложно, может быть, понять то, что я пытаюсь сейчас объяснить. Вы, скорее всего, когда с этим столкнетесь, вы тогда и поймете, о чем я тут говорила. Потому что иногда объясняешь, но не можешь объяснить этого так, кроме как ты это объясняешь, да. Карты здесь просто говорят о высшем провидении и о том, что на вашу личную жизнь до конца года будет влиять не только ваши действия, да, или действия там человека, а еще какие-то высшие силы, которые не дают вам вот брать и развивать эту личную жизнь так, как вы этого хотите. А скорее они будут идти по своему сценарию и вести вас по своему сценарию, понимаете? Поэтому вот как бы берет человек и что-то влияет именно вот так вот раз и резко обрубает в вашей личной жизни. По какой-то причине, да? И какое-то высокопоставленное, возможно, лицо или лицо с полномочиями. И дальше мы видим императора по итогу. То есть карта, она показывает, что после этого вы именно с вашим любимым человеком можете быть вместе. До этого вы не могли, потому что вот складывались так обстоятельства, что это было против ваших отношений. Потом вот берет это лицо, да, какое-то очень авторитетное, что-то делает кардинальное, вносит свои коррективы, да, и с этого момента в вашей жизни идет перерождение в личной, и тот человек, которого вы будете любить, он будет за вас отвечать. Это может быть официальный брак, или, знаете, еще как может быть? Может появиться другой человек, который действительно обладает всеми теми качествами, которые вам нужны для жизни, и он берет за вас ответственность. Понимаете, вам как-то в личной жизни нужны более кардинальные вещи. Действия, что ли, со стороны любого человека, кто вас, ну, там, полюбит, и вы полюбите в ответ, да. То есть это не обязательно тот человек, который сейчас вам может нравиться. И главное для вас это иметь крепкий брак, там, семью, хорошую, прочную позицию и верность, и общие интересы с человеком. То есть вот такое чувство, что это может быть вдруг и другой человек, но со всей ответственностью заявляющий, что я вот буду с тобой. Если же это старый человек, то он явно поменяет свою тактику на более кардинальную. И, соответственно, когда эта тактика срабатывает, у вас может появиться, ну, допустим, если вы сейчас не замужем, не женат, официальный брак. И также может появиться даже благосостояние, хорошее высокое положение в обществе, богатство и совместное проживание. Вот если у вас была семья все это время, да, и там образуется вот такая пауза и тишина, то карты показывают, что после того, как кто-то что-то делает кардинально такое, да, вот это вот официальное лицо или просто авторитетный человек, вот после этого в вашей жизни в семье наконец-то появляется ответственность и появляется взаимодействие. То, чего раньше совершенно не было. Вот такое чувство, что кто-то может расшевелить вашего мужа, например. Ну, там, своими словами определенными. Вот. Поэтому до конца года у вас явно образовываются в любом случае хорошие гармоничные отношения с ответственностью. И пусть это не будет там сильная сексуальная страсть, но это будут именно крепкие, надежные отношения, которые приведут к тому, что все-таки они там, да, основываются на долгие годы и остаются на долгие годы. То есть отношения, на которые, по сути, можно рассчитывать и положиться, понимаете? Вот. Ну, такая вот у нас третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Также я жду ваших комментариев, жду, что вы будете говорить, ну, допустим, срезонировало что-то или нет. И когда у вас проходит время, обязательно оглядывайтесь назад, можете даже пересматривать видео и пишите отзывы, как у вас это все произошло.
Карты, на самом деле, они никогда не врут. Карты Таро — это вообще такой универсальный инструмент, что если вы их видите на экране, если вы вот так рандомно нажали видео и смотрите его, значит, оно у вас в любом случае сбывается и проигрывается. Просто иногда Таро, который рассказывает, он может не все объяснить, потому что это же общий расклад. Но вы смотрите на карты Таро, и вы увидите, что они вам все сказали так, как есть. Всем спасибо за внимание, всем пока и до новых встреч.